Катаясь на Трансальпе по неизвестным маршрутам, я, как главный сусанин, большую часть времени провожу в навигаторе. А поскольку навигатор у меня висел на руле, то обращение к нему, в общем, очень сильно отвлекало от дороги. Идея, как разместить навигатор на новом моте, напрашивалась само собой. Конечно же, как на современных гусях. Над приборкой. Итак, что мне понадобилось для этого замечательного колхоза? Трубогиб на 12 мм. Выбрал 12, потому что были скидки. И, собственно говоря, трубки нужного диаметра были в наличии в Леруа. Для того, чтобы безнаказанно гнуть алюминиевую трубку, ее надо предварительно нагреть. Для определения момента, когда можно начинать гибку, нужно хозяйственное мыло. Наносим его на зону, которую собираемся гнуть, и греем это место. Как только нанесенное мыло почернеет, ключевое слово почернеет, так сразу укладываем заготовку в трубогиб и гнем. Одну из трубок я угробил в процессе экспериментирования с температурой, определяя, что же имели в виду авторы роликов по гибке, когда говорили «потемнеет». В общем, они имели в виду станет черным, прям как черный маркер. После загиба ждем, когда станет трубка, и повторяем нужное количество раз. Получается примерно вот такая конструкция. Дома я прогрел края рамки на газовой плите и сплющил края. Осталось просверлить в них отверстия. Снова в гараж, примеряю. Оп, совсем забыл, что рамка не должна выпирать за пределы получившихся плоскостей. Иначе она своей внешней стороной будет упираться во внутренности ветровика. Так что надо добавить небольшой изгиб. Снова грею, гну. Делаю предварительный монтаж, проверить, что рамка нигде не мешается, и вся конструкция собирается как надо. Почти успех. Демонтирую ветровик и примеряю, как должна располагаться трубка, фиксирующая рамку. Внизу закреплюсь на болт, держащий фару, а сверху придумаю какой-нибудь скобол. Снова грею, плющу концы и делаю уши крепления. В этот раз поленился тащить домой ради тисков, так что обошелся подручным инструментом. Немного поразмыслив, я решил закатать получившуюся рамку в термоусадку. Получился этакий аналог прорезинивания. Ну и дополнительный защитный слой в полмиллиметра. Для этих целей я использовал 15-миллиметровую термоусадку. Форма, увы, получилась не идеальной, так что в паре мест рамка касается приборки. Термоусадка должна, по идее, защитить приборку от образования потертостей в точках контакта. Ну или, по крайней мере, максимально уменьшить их. В итоге конструкция выглядит примерно так. На получившейся рамке закреплен чехол, который я использовал еще на Трансальпе. В данный момент у меня не работает 3D принтер, так что я использовал старое крепление чехла. Как только появится возможность, отпечатаю новое. Чехол сместится вниз и чуть вглубь, ближе к приборной панели. На этом все. Окончательную версию с новым крепежом вы увидите уже во время сезона. Всем спасибо за просмотр. Пока.